Друзья, всем привет! Ну вот, наконец-таки мы все дождались реставрации большого фрезерного станка. У меня есть маленький НГФ 110. Все вы его знаете. Вот он, мой красавчик. Находится в работе. Но его функционала мне уже, честно говоря, давным-давно не хватает. Было пару гигантских фрезерных станков. Один я подарил другу. Ну, можно сказать, передарил, потому что мне его подарили, потом я передарил его Олегу. Олег сейчас безумно счастлив и очень резко приступил к реставрации. Меня это тоже смотивировало, и я тоже не менее резко приступаю к реставрации своего станка. Для начала надо будет его немножко подразобрать, снять вот эту основную часть, продольную подачу, ну а потом, может быть, сниму и вертикальную подачу. Поперечку пока не знаю, снимать, не снимать. Скорее всего, придется все снимать, чтобы почистить, промыть, посмотреть на состояние и принять решение, что шабрить, что не шабрить. Потому что этот станочек был в работе и, в принципе, неплохо, как я понимаю, работал. То есть он был в частных руках, не на производстве. Купил я его, кстати, за 10 тысяч рублей. Ну, плюс оснастку за 70 тысяч. Вот как-то так получилось, ребят. Значит, что здесь из косяков и что из хорошего? Из хорошего Женя Койот уже давным-давно сделал голову на него. То есть вот здесь вертикальная головка. Именно этого функционала мне сейчас не хватает у НГФ. То есть вертикальной головкой очень удобно работать. Она вот здесь уже лежит давным-давно под токарником. Не знаю, распаковывать ее, не распаковывать, чтобы вам показать. Или увидите потом, когда уже ставить ее на место буду. Здесь новые подшипники стоят высокого класса точности. Ну и все перебрано. Женька толк знает в этих делах. Все сделал по красоте. Ну и мне нужно не ударить грязь лицом. Тоже здесь все подреставрировать. Вот это место мне не очень нравится, если честно. Его бы хорошо подшабрить. Хотя здесь видно, что не вспученные места от болтов. Когда эти места вспученные, то головка, она как бы качается немножко, имеет люфт, потому что крепится всего на 2 болтах. И должна прижиматься к очень ровной плоскости. Немножко кое-где не хватает деталей. Например, отсутствует механизм, который может делать вот эту часть возвратно-поступательной. У Олега все присутствует, а у меня отсутствует эта часть. Ну, в принципе, оно-то и не особо сильно надо, но можно будет восстановить, реставрировать по образцу. Зато есть, вот видите, тюнинг какой. Маховичок. Он нужен для того, чтобы подбирать передачи. То есть, когда мы переключаем передачи, у нас не всегда зуб на зуб попадает. Вот, видите? Зуб на зуб не попадает. Можно маховичком прокрутить. Похоже, здесь еще шарика не хватает, потому что ничего этот диск не фиксирует. Не хватает вот таких нюансов, ручек. Одна есть, здесь нет. Не знаю еще, все ли системы здесь работают. Ну, естественно, надеюсь, что все. Вообще, этот станок повышенной точности. То есть он с маркировкой P. И что хорошо, у него здесь ISO 40 конус в шпинделе. Станочек иркутский, модель 676. Ладно, хорош разглагольствовать, ребята. Давайте что-нибудь снимем, посмотрим на состояние направляющих. Больше всего вот меня именно это интересует. Вообще, за станком работал очень серьезный специалист. И он, видимо, знал свое дело, знал в этом толк. Поэтому убрал шарик. Очень легко теперь прокручивать, друзья. Главное знать, где поставить. То есть, где работает эта стрелка. То есть, на линию, либо вот по центру. Я ставлю по центру, и все втыкается прям вообще по красоте. И не надо ничего напрягаться, как вот эту, например. Ну, тут, в принципе, тоже она облегченная. Шарик есть, но она облегченная, как я понимаю. О, все, прокрутилось. Да, сознанием дела здесь все подготовлено. Я думаю, может быть, даже менять ничего не буду. Так, а вот сейчас не попадает. Оп, все, вот так переключаются передачи. В принципе, довольно-таки просто все. Созрел для проекта, прям не терпится начать что-нибудь разбирать. Ну вот тут боль, шестигранники на 7. Не часто, но такие попадаются. А вот во всяких наборах
Обычно есть 6, а потом идет сразу 8 миллиметров, и все. Он получается полубесполезный теперь. Делал когда-то самодельный шестигранник. Вот хорошо, что нашел его. Придется воспользоваться. Снимаю все навесное. Все, что можно открутить по-быстрому, чтобы тяжелое стало полегче немножко. Процентов 100 или 200 буду ставить сюда уцы рано или поздно. Стоят они недешево, но это окупается с лихвой потом. Потихоньку откручиваю все, что можно быстро открутить. Открутил заднюю стенку. Оказалось, что подшипник упорный ходового винта довольно-таки в центровом положении находится. То есть, когда я его сдергивал, вал никуда не сместился. То есть, говорит о том, что вал довольно-таки прямой. Это очень хорошо. Далее снял кожух под масляную систему. То есть, здесь вручную нужно крутить. Слышно, что насос работает. Здесь есть выходы для подачи смазки сразу во все важные части станка. Пока не занимался станками, позабывал, что здесь как называется. Теперь трудно обозревать весь техпроцесс, ребят. Так что, ребята, не пугайтесь, если что-то не так. Назову какую-то деталь не своим именем. Не выдержал, ребята. На скоряк подключил провода. Сейчас здесь 380. И хочется, очень хочется попробовать, как он работает. Больше всего интересно, как он шумит. Масло здесь вроде бы присутствует, так что пробуем запускать. Здесь прошлый владелец поставил АПшку. И через нее, собственно, все и запускается. Вот так. О, слушайте, довольно-таки тихо работает. Я смотрю, там маховичок крутится. Это непорядок. Это говорит о том, что подача включилась. И теперь хобот у нас находится в движении. Не особо быстро, но тем не менее. О. Короче, фиксации он не имеет. Это уже довольно-таки существенный изъян. Так, значит, мы, наверное, попробуем, как что работает. Работают ли остальные подачи. Вот смотрите, этим рычагом мы даем на себя. Ну, маховичок крутится. И стол едет потихоньку. Даем от себя. Маховичок в обратную и стол в обратную. Отлично, это работает. Теперь вверх-вниз пробуем. Вверх, что-то, оп, ага. Пошел вверх. Маховичок опять же крутится. Ну и, собственно, вниз. Вниз тоже все работает. Живой станочек. Подача регулируется, все переключается. Это я уже пробовал. Наверное, надо выключить, чтобы не было проблем вот с этим. Видите, теперь ничего не крутится, ничего не работает, потому что подачу я выключил. Шпиндель крутится очень тихо, мне нравится. Но, ребята, это всего лишь 60 оборотов или 50. Кстати, кто знает, как здесь переключается между 50 и 60? Я что-то пока не могу понять. Здесь всего лишь одна переключалка. Давайте мы сейчас его выключим и попробуем подключить на всю, на 2000 оборотов. Посмотрим, что будет. Очень, если честно, интересно. Прям очень интересно. Ох, дугует как хорошо. Сейчас посмотрим. Все. Теперь у нас 2000 оборотов. Включаем. Здесь обороты те же, но уровень звука повысился, очень повысился. Да, жестко, жестко. Так, ну током не бьется, хорошо. Вибрации минимальные, тоже отлично. Ладно, выключаем. Это жесть, ребята. Вот это да. Ничего себе, как громко. Ну, в принципе, так же громко, как и тот станок работает на гигантских оборотах. Надеюсь, когда поменяем подшипнички, зальем свеженькое масло, будет потише работать. Вот хотя здесь что-то масло как-то и не показывается. Все, наверное, можно отключать, больше запускать его не будем. Пуски первые будут именно, когда все будет отремонтировано.
можно спокойненько разбирать дальше. Откручиваю основное, отделяю гайку от суппорта. После этого его можно будет снять и увидеть такие направляющие. Четко подгадал расстояние между станками. На первый взгляд выглядит все не очень. Больших задиров не обнаружено. Снизу, так же как и у Олега, все печально. Вот этот карман, в нем какие-то твердые частицы есть. Вы представляете, все это туда-сюда ездило и размалывало эти твердые частицы. Здесь задиры покрупнее. Есть прям огромные. Вот это непонятно, что такое. Предположительно должен быть, по идее, масляный канал. Тут ржавчина, это уже моя вина, не уследил. Ну а теперь ответная часть медали. Здесь все немножечко похуже. Опять же, вот есть карман. И здесь куча стружки. Хотя, предположительно, он для масла. Непонятно, если честно. На верхней направляющей немножко странная обработка. То есть, если это и было шабрение, то оно, похоже, было выполнено болгаркой. Да, ребят, похоже, придется приложить руки. И так как я хочу сделать это довольно-таки быстро, придется прилагать очень интенсивные руки, скоростные. Эх, страшно, очень страшно на такие работы подписываться. Ну, куда деваться? Ладно, разбираем дальше. Сегодня работаю по максимуму, потому что в следующей серии будем это все мыть и уже начинать восстанавливать. На верхней направляющей какие-то очень странные цвета побежалости. Друзья, пишите свои предположения в комментариях, кто в теме. Ну, честно говоря, я могу лишь предположить, что снимали на каких-то диких оборотах слой, допустим, на шлифовальном станке, и перегревали металл при этом. Ну, просто другого я ничего не могу предположить. Задиры задирами, но вот интересно, насколько здесь все печально в плане геометрии. Сделал небольшую зачистку шабером, сбил вершины. Сейчас попробую намазать при вас, и мы посмотрим, ребят. Сейчас мы все поймем, печально тут или не печально, или нормально. Жирным слоем мажу, потому что, возможно, есть какие-то выступы, чтобы именно посмотреть плоскость. Погнали делать вещи. Как раз линеечка четенько подходит. Вот так все это выглядит. Ну, в принципе, как ни крути, но везде берет. Плоскость явно присутствует. Можно немножко подшабрить, чем я сейчас и займусь. Вышабривать вот эти все глубины не буду, друзья, ну, потому что может нарушиться геометрия. Мне главное сделать, чтобы оно как бы ровное все было. А вот эти все изъяны, ну, будем считать, что контейнеры для масла будут. Есть же вот такие. Кстати, видите, тоже как-то выщерблено непонятным методом. Видимо, изначально их тут вообще не было, этих каналов. Но теперь они есть. Все, пытаюсь довести эту направляющую до ума. Потому что она самая легкая, самая простая. Так что представляете, ребята, опять это началось. Я тут день разбираю, а он пришел за 2 часа уже шаг. А я решил целый день не разбирать, что-то мне разбирать надоело. Решил шабирать, шабирать решил. Вот ученика взял, ребят. Пришел учиться, а у него то же самое там за стенкой. Движ наводит. Ну вот, смотрите, что получается. В принципе, плоскость здесь есть. Сильно упарываться не буду, значит. Сейчас потихонечку еще немножко подшабрю. И все. Вот смотрите, ребята, какие уже маленькие пятнышки. Хотя вы видели, с чего мы начинали. Основной смысл скоростного шабрения такой, поясняю вам. Намазываем сначала линейку мега жирно, чтобы она показала именно очень крупные изъяны. И растираем активно. Показываются крупные изъяны, то есть там, где надо очень жестко драть. Соответственно, берем шабер и очень жестко дерем. Снимаем прям слои металла. Делаем вот так и вот так, крест-накрест.
Потом обрабатываем вершины чем-нибудь, либо кольцом от подшипника, либо еще чем-то сошкребаем. Потому что линейка потом может плохо показывать, если на каких-то маленьких зазубринах от шабера она будет висеть и плохо показывать. И еще раз намазываем той же самой линейкой, то есть соответственно у нее уже слой краски будет поменьше. И, соответственно, если все уже нормально с плоскостью более-менее, то и дерем шабером поменьше. И так все меньше, 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 слои все тоньше, тоньше на линейке остаются краски, то есть толщина слоя меньше, меньше. И шабрем все легче, легче, легче. Ну, вот, собственно, вот видим, что получается. Прям совсем линейка без нажима, слой краски на ней уже очень маленький. И шаберком я уже буквально разбиваю пятна. Делаю, так сказать, увеличение их количества. Надеюсь, понятно. Раза после 10-го, вот он, в принципе, финал. Натер очередной раз линейкой, то есть краски не добавлял. Видно в некоторых местах, что как бы даже металл по металлу трет. Вокруг точки краска, а посередине металл. Линейка фактически сухая, но зато она очень хорошо все показывает. Видите, какие меленькие пятнышки? Сейчас стоит мне хоть чуть-чуть линейку намазать, и вы увидите, что будет. Тут осталось немножко краски, попробую намазать и показать вам. Не сказать, что много краски уж очень. Вот что получается. Да, маловато краски все равно. Белое вот соединение с металлом, ну то есть металл по металлу присутствует. Ну вот этого уже, ребят, вполне достаточно. Все равномерно, все хорошо, прекрасно. Проверял и длинной линейкой, и плоскостной. Нанес очень тонкие пятна. Ну вот смотрите, друзья, что получается. Видно, что везде берет. Ой, красиво так все это дело блестит, конечно. Поверхность замечательная. Ну, такое вот количество пятен. Для дальней неудобной направляющей воспользуюсь вот этой поверочной линейкой. Наконец-таки забрали мы ее у ростовских пачанов. Я ее когда-то очень давным-давно делал. Но она зависла у ребят. Они, видимо, починили с помощью нее множество станков. Смотрите, какая у нее хитрость. Сделана из куска чугунины она. Полностью самодельная. Видите как? Но она угловая, ребята, и она заходит за вот тот вот интересный угол. Правда, она коротковатая, ну что поделать, какая есть. Вот, я думаю, смогу справиться. Я ее уже поверил. Пришлось немножко подшабрить, потому что, видимо, она полежала и изменила свою форму. Все-таки сделана из обычного чугуна, не поверочного, не состаренного. И поэтому она со временем будет менять свою форму, надо подшагивать. Но тут буквально 3-4 прохода, и она как новая. Я ее уже вот намазал и работаю. Поверял по обычной линейке, высокоточной. Ну а плоскость поверял по плоскостной линейке. Можно было еще, кстати, и по плите поверить. Благо инструменты есть, можно работать. Ровность и точность струк и никакого мошенничества. Задняя направляющая, она в общем-то ровная. Линейка я не выявил особой кривизны. Но она вся в задирах, надо немножко подправить поверхность. Ну вот, видите, прилипает с двух сторон. То есть, если бы середина выпирала, она бы вот так легко качалась. Ну и, соответственно, наоборот. Здесь немножко изначально середина выпирала, поэтому я делаю вывод, что я бугорчик подубрал. Ну что же, ребята, хорошо поработал и сделал основу. Теперь нужно делать ответку. Ответку буду делать уже по готовым направляющим. И у нас получится продольная подача, уже полностью готовая. Как-то очень быстро дело пошло, и мне это нравится. Есть, правда, один негативный момент. На продольной подаче автоматической сломана шестерня. Она все еще работает, но пару зубов выкрашились. Там, когда буду дальше разбирать, мы это еще более внимательно посмотрим. Но я вот уже немножко опечалился. Потому что шестерня коническая, сделать ее не так-то просто. Даже не знаю, что я буду делать, если честно. О, конкретно вот так это все будет ходить. Делаю пару движений.
И посмотрим, какие отпечатки у нас получатся. Вот такие отпечатки. Даже вот там сверху вам не видно, но мне видно, что отпечаток полностью на всю длину и на всю ширину. Да, слой краски опять же жирный, но надо как раз таки с него и начинать, чтобы не наделать глубоких ям. Ну а вот здесь, как видите, немножечко винтом. Эту ситуацию я буду исправлять постепенно, и все станет ровненько и хорошо. Перепроверяю себя микрометром, и получается, что делаю все очень даже правильно. Вот смотрите, поставил микрометр. Здесь получается у нас 15, 16, 17 соток. А с этой стороны, там где заужение, здесь явно вот чувствуется, что меньше. Ну, я уже здесь промерял. Здесь получается на 1,5 соточки меньше. Поверхность снизу шлифованная, очень гладкая, поэтому можно от нее отталкиваться. Изначально все должно было быть параллельно здесь. И будет параллельно. Сделал еще одну проверку на винтообразность таким вот образом. Слышно, что не бьет, нет щели никакой. Все нормально, в принципе. Можно еще индикатором дополнительно проверить. Нажимаю. Стрелка стоит мертво просто. Смотрим с другой стороны. Здесь на 0,5 сотки что-то колышет. То есть получается у нас, наверное, есть винтообразность в 0,5 сотки. Ну, думаю, меня это устроит. Главное все проверять, друзья, и не заниматься хотя бы самообманом. Железка весом в 40 килограмм легко перемещается от малейшего давления руки. Красота! Эх, ребята, рад я, что закончил эти направляющие. Это самые были основные и самые сложные направляющие. Именно от них в основном зависит вся работа станка, и они больше всего изнашиваются. Потому что это продольная подача. Она самая длинная, самая большая. Все ей обычно пользуются. Вот, и изнашивается она быстрее всего. Поэтому можно сказать, что 30% ремонта станка уже произведено. Ну а у меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!